Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города Харькова. Для людей, которые не любят смотреть мои видео до конца, сразу же анонсирую, рынок сошел с ума, а точнее люди, которые выставляют на продажу свои объекты жилой недвижимости, скорее всего сошли с ума. Почему? Потому что стоимость квадратного метра показывает стабильно рост на протяжении уже 2025 года и 7 месяцев 2026 год. То есть это прифронтовой город. Но это такой анонс для торопык, которые не смотрят видео до конца. А теперь, друзья, также хочу напомнить вам, что в данном видео мы посмотрим через призму цифр, что произошло с недвижимостью. Это первичный рынок, вторичный рынок. Посмотрим, что произошло за год, то есть поговорим о тенденциях. И, конечно же, традиционно в конце видео я сделаю среднесрочный прогноз о том, что будет происходить с недвижимостью города Харьков до конца 2026 года. Друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр. Попробуем вместе с вами разобраться в тех процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, перед вами карта северо-восточной части Украины, северо-восточный регион, куда входят, как вы видите, 4 крупных областных города-центра. Сегодня мы говорим о городе Харькове. Да, друзья, вот здесь липень – это июль месяц. Здесь меня, к сожалению, не поменял, но уже переписывать не буду. Как есть, так и есть. Внизу данные соответствуют, а вместо июня здесь надо было мне июль написать, то есть липень. Итак, начнем с основных характеристик, которые мы зафиксировали на рынке жилой недвижимости города Харькова. Количество предложений, выставленных для продажи. 38 тысяч объектов жилой недвижимости, это первичный, вторичный рынок, что на 5%, 0,5% больше, чем это было в июне месяце. Население, друзья, в Харькове довоенное 1 миллион 419 тысяч. Но сейчас мне пишут, друзья, я прошу, всегда напишите, по вашему мнению, сколько населения. Пишут, что порядка 1,5 и выше миллиона человек за счет переселенцев с вот этих приграничных населенных пунктов. Люди, понятно, что куда-то должны перемещаться, и они перемещаются в город Харьков. Но, опять же, это со слов моих, так сказать, уважаемых подписчиков. Дальше, друзья, переходим к параметрам, которые характеризуют стоимостные, так сказать, показатели. Социальное жилье, вторичный рынок подорожал в прифронтовом городе. Не подумайте только, Харьков на 0,85% за месяц, то есть практически на 1%. Ну, вот правда, люди сошли с ума. Выставляют свои квартиры по завышенным ценам, не понимая, что квартиры эти просто, ну, как оно называется, рынок остановился по продажам уже давно. Кто отслеживает мои видео, я об этом использую статистику Минюста, вам показываю. И куда повышать дальше цены, это, ну, это, как по мне, безумие. Дальше, друзья, смотрим эконом-комфорт, бизнес-класс. Квартиры, также вторичный рынок, выросли за месяц на 0,57%. Переходя к первичному рынку, квартиры эконом-класс, видим, что стоимость выросла на 0,36% за месяц. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс также выросли за месяц на 0,72%. И первичный рынок элитный класс, друзья, здесь та же самая положительная динамика роста. Плюс 0,39% рост за один месяц. В целом, подводя итоги за июль месяц, друзья, мы видим, что по всем сегментам первичка, вторичка
по классам наблюдаем очень даже себе значительный рост стоимости квадратного метра, практически от 1% до 0,5%. То есть вот такая вот динамика роста всего лишь за один месяц. Ну а теперь от общих данных переходим к декомпозированным данным, где более подробно разберемся с процессами, которые происходили на рынке жилой недвижимости. Перед вами карта города Харькова в разрезе административных районов. Здесь мы, друзья, видим социальное жилье. И что бросается в глаза, что наибольше всего с какого-то перепуга, друзья, не ругайте меня за это слово, пишите, что это слово паразит. Я сознательно его применяю. Почему? Потому что по-другому я это явление не могу охарактеризовать. Итак, индустриальный, тем более индустриальный район. Стоимость поднялась за месяц 0,91%. Напомню вам, откуда у меня статистические данные. Многие задают этот вопрос. А не гадаешь ли ты, дружище, на кофейной гуще? Нет. Я вам показывал, что выборка составила 38 тысяч объектов жилой недвижимости, которые участвовали. Еще раз покажу. Вот смотрите здесь. В выборке участвует 38 тысяч объектов жилой недвижимости. Это первичный и вторичный рынок, друзья. Это репрезентативная выборка. Собираю я эти данные с помощью программного обеспечения, которое называется Olymp News. На него у меня есть патент и, соответственно, авторское право. Поэтому, друзья, я работаю с большими цифрами, и именно через призму этих больших цифр совершенно точно могу фиксировать состояние рынка на сегодняшний день. Ну, о прогнозах будем говорить чуть позднее. Итак, мы, еще раз повторюсь, индустриальный район показал наибольший рост, плюс 0,91%. Дальше мы видим, что наименьше всего подешевела недвижимость, друзья, в Шевченковском районе, плюс 0,73%. Переходим к следующему слайду, разберемся, что произошло с недвижимостью в течение 4 года и сколько там, 8 месяцев. Этот слайд появился благодаря вам, вы мне задавали эти вопросы. Ну вот я и вам, так сказать, провел исследование длиною в 4 года, 8 месяцев. Война началась в 2022 году, в феврале месяце, 24 февраля. Ну, естественно, здесь я сделал исследование поквартальное, то есть март месяц 2022 год, самый большой класс рынка недвижимости, класс социальное жилье. Итак, $682 за квадратный метр мы видим класс социальное жилье, начало войны. Первый год войны стоимость снизилась порядка 9%. Посмотреть, реперные точки есть, пересчитать можете. Второй год войны практически ничего не произошло, стоимость не менялась. Третий год войны мы видели наихудшее состояние рынка недвижимости, где-то порядка 13% было снижение. Четвертый год войны, друзья, о чудо, рынок недвижимости стал, ну, у меня не повернется слово, восстанавливаться, то есть рост стоимости квадратного метра была очевидна в 2025 году, что и продолжается также в 2026 году. Сегодня у нас 7-й месяц, друзья. Но в целом, если посчитать, что произошло за весь период войны, внизу экселевские, это Excel-таблица, она и посчитала за нас. Сравнивая март 2022 год, это $682, и июль 2026 года, это $600, мы видим снижение 12,02%. То есть снижение на протяжении всего периода войны присутствует. А вот эти колебательные процессы год от года, мы видим, рынок ведет себя по-разному, но не так, как говорят риэлторы. Все пропало, все пропало. В начале войны они говорили, рынок недвижимости обрушился на 70%. Сейчас спросите любого знакомого риэлтора, они вам расскажут, что все выросло в 2-3 раза. Ну, кто что гораздо, в общем, да. Фантазии там просто это самое, все не перечислить их. Итак, переходим опять же от этой общей картинки того, что произошло с недвижимостью. Вы знаете, за период войны недвижимость все-таки подешевела. Дальше, друзья, быстро поговорим об аренде. Внизу красный шрифт. Аренда, долгосрочная аренда. Сравнивал я первый квартал 2026 года со вторым кварталом 2026 года.
И, друзья, здесь, о чудо, рост за квартал 2,71%. На самом деле об аренде поговорим чуть позже. Разберемся, почему это на самом деле не чудо. Объяснение этому есть, что при фронтовом городе растет аренда. Вот почему растет стоимость квадратного метра, для меня это загадка или чудо. А вот здесь все, в общем-то, объяснимо, и об этом поговорим чуть позже. Следующий слайд. Здесь у нас вторичный рынок. Квартиры эконом, комфорт, бизнес-класс выросли на 0,85%. Ну, почти себе на одну минутку подумайте, выросли на почти 1%. Прифронтовой город. Хорошая история. В разрезе административных районов, друзья, вы можете посмотреть в абсолютных цифрах, цифрах стоимость квадратного метра. И увидим также в процентном соотношении, что произошло в период сравнения июнь с июлем. Следующий, друзья, слайд посвящен уже первичному рынку. Квартиры эконом-класс. Напомню вам, первичный рынок, квартиры, не сданные в эксплуатацию. И, скорее всего, в городе Харькове они также останутся не сданными в эксплуатацию. У меня вот в этом плане даже сомнений никаких нет. Никто не будет в здравом уме инвестировать в первичный рынок или же достраивать то, что не успели достроить до войны. Здесь динамика роста плюс 0,36% за месяц. Можете посмотреть стоимость квадратного метра в абсолютных цифрах по админрайонам и также рост в процентном соотношении по административным районам. Следующий у нас, друзья, слайд посвящен первичному рынку комфорт бизнес-класс квартиры. Здесь также наблюдаем рост плюс 0,57%. В абсолютных цифрах стоимость квадратного метра можете посмотреть по административным районам и рост в процентном соотношении. Ну и последний слайд, посвященный колебательным процессам длиною в 1 месяц. Здесь мы видим квартиры элитного класса. Что видим? Данный класс показал рост 0,39% за месяц. Единственное, что обращу ваше внимание, что всего лишь квартиры элитного класса компании-застройщики строят в ограниченных локациях. Это Киевский, ну, это центральная часть города, и Шевченковский. Разница между стоимостью квадратного метра одного и того же класса жилья элитного также наблюдается, и вы это можете прочитать. Друзья, переходим к следующему слайду. Здесь мы будем говорить о тенденциях длиною в 1 год. Традиционный слайд. Итак, период исследования у нас видим июль месяц 2025 год. Сравниваем с июлем 2026 года. Видим, что ну, такой путь, да, прошел рынок недвижимости, это класс социальное жилье. Весь 2025 год мы видели рост, потом колебательные процессы в 1 месяц снижения, потом опять рост, потом снижение незначительное 2 месяца, ну и опять же видим динамику роста. В итоге, сравнивая две цифры вот эти, мы видим, что рост за год 5,45%. То есть за год недвижимость выросла на 5,45%. В целом, помните, за период войны недвижимость снизилась на 14%. Последние 2 года на этом графике вы можете увидеть середина 2025 года рост, ну и, конечно, середина 2026 года тоже динамику роста. Внизу, друзья, мы видим индекс стоимости жилой недвижимости, вторичный рынок, класс социальное жилье. Единичка, он положительный, запятая 0,54. Напомню вам, что такое индекс. Индекс недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра недвижимости во времени. Считается он просто, если у вас есть статистические данные. На примере данного класса жилья показываю 600 делим на 569, получаем или в процентном соотношении рост в годовом измерении 5,45%, или же положительный индекс единичка, запятая 0,54. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам, риск-менеджменту. Эти специалисты знают хорошо, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость
недвижимости во времени. Поэтому, друзья, вот с энергией этих наших с вами знаний помогает и, возможно, поможет те, кто еще не обращался ко мне, в вашем сложном бизнесе и, так сказать, поможет мне заниматься наукой и компания Олимп Консалтинг развиваться. Для того, чтобы меня найти в YouTube канале, в описании есть мой телефончик, Viber. Я, к сожалению, сейчас не в Украине живу, хотя предприятие работает в Украине, то есть я плачу налоги, ну не я, а предприятие, понятно, но я являюсь, так сказать, собственником данного предприятия в Украине, и вопросов там никаких нет, поверьте. Предприятие, можете узнать, что такое, кто такой Андрей Гусельников и компания Олимп Консалтинг. Ничего плохого вам интернет не выдаст, в том числе искусственный интеллект обо мне и о компании Олимп Консалтинг. Итак, друзья, по поводу саморекламы вроде как завершили. И да, еще по поводу того, что я также выполняю на протяжении уже многих лет ретроспективные исследования. Это может быть 10 лет назад, вот на такой период времени. Вообще, на самом деле, с 2000 года у меня есть оцифрованная база по всей Украине, по всем сегментам рынка недвижимости. Поэтому ко мне часто обращаются государственные органы, такие как офис генерального прокурора, ко мне обращаются как юридические лица, так и физические, как адвокаты, так и просто, так сказать, участники рынка, которые там хотят подтвердить стоимость своей недвижимости на период там 20 лет, да. И это я делаю. Так что также можете обращаться. Итак, друзья, переходим к следующему слайду. Здесь мы будем говорить о том, что произошло с арендой, ну и потом перейдем к прогнозам. Верхний слайд, график, рисунок разбирали мы уже. Еще раз проговорим. 5,45% за месяц выросла стоимость квадратного метра. Класс социальное жилье. А внизу у нас рынок аренды, друзья, тоже класс социальное жилье. Видите, красная черта, будем разбираться именно подытоживающие данные. В выборку попали одно-, двух-, трехкомнатные квартиры и больше в целом по городу. Итак, мы видим, что поквартальные исследования, естественно, сравнивая второй квартал 2026 года, видим средняя аренда или среднее арифметическое число это 392 доллара, это аренда за месяц. И в шестом месяце 2025 года это было 366 долларов за месяц. Такая была аренда. Что показало в годовом измерении нам динамику роста 6,98%. То есть на 7 почти процентов, округлим большую сторону, рынок аренды вырос. Ну, друзья, это очень много, но, опять же, дьявол кроется в деталях. Мне, кстати, очень много спасибо, друзья, с Харькова писали об этом. На сегодняшний день почему растет именно аренда? Во всех прифронтовых городах, начиная, сегодня мы говорим о городе Харькове, город Запорожье, где там вообще все рядом, город Сумы, и там аренда тоже, друзья, растет. Безумие, но это происходит. А это связано с тем, что город насыщен людьми, которые, в общем-то, работают на военно-промышленный комплекс, то есть это не обязательно военные, это могут быть гражданские специалисты, которые ремонтируют технику с учетом того, что фронт близко для вот этого логистического плеча. Естественно, город Харьков промышленный город, там много заводов, много предприятий. Все это работает благодаря людям, и не всегда это харьковчане. Поэтому они живут в съемных квартирах. Плюс офицерский состав не живет также в казармах, он живет, друзья, правильно, на съемном жилье. Поэтому чем больше ближе фронт, тем больше насыщается город людьми, которые имеют отношение к армии, к военно-промышленному комплексу. Естественно, именно эта категория людей разогревает рынок аренды.
Итак, ну, возможно, вслед за этим и тянется рынок продаж, хотя продаж как таковых на сегодняшний день в городе Харькове, ну, посмотрите, у меня есть видео, я не хочу просто повторяться, официальная статистика Министерства юстиции, что рынок недвижимости по продажам, ну, я сравнивал там с довоенным годом, он, ну, мягко говоря, скорее мертвый, чем живой. Так вот, я думаю, что это все-таки по привычке. Люди видят, что растет аренда, а аренда выросла на 7%, а рынок недвижимости по предложениям, квартиры, выставленные для продажи, вырос на 5,45% и продолжает расти. То есть подтягивается вот это рынок продаж. Люди, которые, так сказать, хотят продать свою недвижимость, они, ну, мне так кажется, они не совсем адекватно смотрят на состояние, ну, состояние, так сказать, экономики, которое влияет очень сильно на развитие рынка недвижимости. Вот здесь мы уже будем переходить к прогнозам. Почему? Потому что я очень кратко постараюсь объяснить, как экономика влияет на развитие рынка недвижимости. Друзья, закрываю показ слайда и о прогнозах. В своих прогнозах я использую метод многофакторного анализа. Я вас уже познакомил с методом статистического анализа. Мы через призму цифр говорили о рынке недвижимости города Харькова. А многофакторный анализ – это, в общем-то, метод, который позволяет мне рассматривать в целом, что происходит с экономикой. Это открытые данные, то есть внутренний региональный продукт, это еще называется, процессы, которые характеризуют развитие экономики, и сравнивая сегодняшний, так сказать, или точнее там с лагом в год запоздания, сравнивая военный период времени с довоенным, мы видим, что, друзья, что, в общем-то, вот эти самые индикаторы, характеризующие развитие экономики, они в плачевном состоянии. Сравниваем довоенный период с сегодняшним, ну, с военным периодом. Исходя из того, что рынок недвижимости является сегментом украинской экономики, или точнее экономики Харьковской области, мы можем предположить, что те же самые процессы мы будем наблюдать на рынке недвижимости. Рынок недвижимости характеризуется показателями. Первый показатель – это показатель стоимости квадратного метра, который с какого-то перепугу растет уже 1,5 года. Второй показатель – это показатель активности рынка, это сколько было продано недвижимости, в том числе квартир. Вот этот показатель ведет себя адекватно. Он год от года снижается, друзья. При стоящем рынке, неживом, так сказать, да, растет стоимость. Ну, люди фантазируют, пускай дальше фантазируют. Мы же говорим о предложениях, это всего лишь предложение. В итоге все это закончится, как и неоднократно заканчивалось, тем, что вот эти мечты розовые, пузыри, которые надуваются на рынке недвижимости, они также очень быстро и сдуваются. Исходя из этого, я все-таки, друзья, предполагаю, что рынок недвижимости должен снижаться. И снижаться особенно в прифронтовых городах. Почему? Потому что, ну, нет покупателей. А сколько бы вы ни фантазировали продать в городе Харькове квартиру и купить домик в Европе, так не получится. Снимите очки и с розовыми стеклами, или там какие зеленые стекла, да, и просто посмотрите на этот мир более трезвым взглядом. Поэтому я все-таки предполагаю, что стоимость будет снижаться квадратного метра. В годовом измерении сейчас мы видим рост 5%. Ну, по 0,5%, может, чуть меньше будет снижаться до конца года. То есть осталось немного, у нас сколько там, 5 месяцев. Ну, возможно, динамика еще будет положительна, сравнивая год с годом, там, декабрь месяц 2026 года с декабрем 2025 года, но это уже будет, так сказать, затухающая динамика, и будем наблюдать именно снижение, то есть если по 0,5% каждый месяц, осталось 5 месяцев, ну, несложно посчитать, 2,5%,
Сейчас по факту 5%. Ну вот где-то в районе, может, 2-3% до конца года будем еще наблюдать динамику роста. Но все равно, рано или поздно, я могу ошибиться с временем. Я не владею ситуацией, которая связана с внешними факторами. Это война именно. Война является мощным внешним фактором. Чем ближе фронт, по идее, стоимость должна снижаться. И рано или поздно это произойдет. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости Украины, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, лайки ставьте, дизлайки, делитесь видео, подписывайтесь, и до встречи в следующих моих видеороликах.